Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня хочу вам подарить работу под названием «Ключ познания». Здесь ключ я не покажу, потому что тот ключ, на котором я начитала, этот ключ показывать нельзя. Это только мое, и поэтому оно лучше, если никто не увидит. Но в любом случае я вам расскажу, подарю эту работу. Вы, естественно, можете для себя это провести. Это замечательная работа. Я ее усовершенствовала для вас, чтобы для людей, у которых нет особых, скажем так, нету именно тех способностей, которые бывают у ведьм, чтобы у этих людей это сработало. Поэтому смело берете, пользуйтесь и получаете результат. Мы с вами уже говорили не раз о том, что означают ключи в магии. Это не просто возможность открыть дверь или замок. Ключи в магии представляют собой символ знаний, и многие боги и богини изображаются с ключами в руке. Великий ключник, открывающий знания, тоже известен. Но его по-разному называют. Это очень древний дух, его называли Сатаниэль. Кто-то называет великий демон, великий змей. Но вот те ключники, о которых пойдет речь, они не имеют отношения к нему. Точнее, они тоже относятся к силам, дарующим знания, но это отдельные духи, которые приходят на помощь к человеку, когда человек их зовет. Поскольку духи разумные, и это все повторяют вслед за мной, да, духи разумные, действительно, и они демократичны, если можно так сказать на нашем сленге. Никогда не вмешиваются сами в наши дела, пока мы не попросим. Если только у них нет предназначения нас охранять, если это не духи-хранители нашего рода и прочее. В таком случае они приходят на помощь без нашего ведома и просьбы. В остальных случаях судьба и силы судьбы никогда не вмешиваются в жизнь человека, в его волю, пока человек сам не захочет и не попросит. Бывают в жизни ситуации, когда вы не знаете, как быть. Когда тяжело. Безысходность, ощущение. Знаете, как в песне Высоцкого. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. И вам хочется понять, как быть. Когда человеку нехорошо, плохо, когда человек кого-то потерял, тяжелое состояние на душе. Вы знаете, в такие моменты жить не хочется. Ничего не хочется, становится все равно, что будет завтра. Но через некоторое время это проходит, и приходит трезвое мышление, осознание и ужас от того, что ты находишься просто на краю бездны. Не знаешь, как поступить. Потому что твоя депрессия тебя лишила надолго и материальных благ, и карьерного роста, и много чего еще. Но это касаемо не только, скажем так, депрессии и других проблем в том числе. Судами, в семье какие-то разговоры непонятные. Находите ключ, старый ключ. Можете с замком купить, но замок использовать не будете. Старый ключ
на барахолке, или если дом у вас есть. Но учтите, что его использовать больше нельзя в других каких-то там и ритуалах, и им открыть нельзя дверь или что-то еще. Берете этот старый ключ, настоящий ключ, не декоративный, не кованый красивый ключ там для красоты, нет. Это должен быть настоящий ключ от замка. Берете этот старый ключ, черный или красный мешочек, можете сами шить, желательно черный или красный мешочек, в котором вы будете этот ключ хранить. Каждый раз, когда у вас возникают проблемы, держите ключ в левой руке, положите на левую ладонь, дуйте на этот ключ несколько раз. Дыхание просто своим дыханием делитесь с этим ключом, а потом 6 раз читайте заговор. Кладете этот ключ в мешочек или носите с собой, если у вас поездки, там, разбирательства, разговоры, суды, еще что-нибудь. Или кладете под подушку, и вам и во сне, и наяву будут давать возможность определиться, будут давать ответы на ваши вопросы. Быть может, ваша ситуация разрешится само, вот этот ключ тонкого плана. Он откроет двери, сам откроет. И люди, которые, например, вам вредили, они покажут свое истинное лицо. Или между собой начнут тяжбу и разбирательство. Одним словом, этот ключ вас выведет из трудной ситуации и откроет вам дверь спасения. Но почему он называется ключ познания? Потому что с помощью идей, с помощью мыслей, с помощью людей, с помощью каких-то действий, каких-то событий, этот ключ вам поможет выйти из этой ситуации, понять, как себя правильно вести в той или иной ситуации. Вот у вас трудный период, начитывайте на этот ключ, носите с собой, ночью кладете под подушку. Пока вот этот вопрос не решится, этот ключ пусть будет все время в поле вашего зрения. И вот мироздание придет в движение. Некая такое невидимая рука, невидимое движение начнется вокруг вас. Все начнет раскрываться, открываться, подсказывать вам правильные действия, в какой момент, чтобы вы не упустили этот момент и своими правильными действиями привели себя к спасению из этой ситуации, из этой напасти. И как только это решится, как только все будет в порядке, вы уже поймете, этот ключ, конечно, он будет находиться с вами рядом, но постепенно он потеряет свою функциональность, потому что вы призывали этого стражника и закрепили вот этого духа к этому предмету-посреднику, ключу. И когда этот дух выполнит свое предназначение, он постепенно начнет уходить и оставит этот ключ. Потом еще раз, если вам будет нужно, на тот же ключ, естественно, точно так же начитывайте и точно так же, значит, в поле своего зрения держите ключ, и в этот момент будут приходить вам решения отовсюду. Если ключ потеряется, сломается, что-то случится, ничего страшного. Просто возьмете другой такой же ключ, старый, через некоторое время, когда вам пригодится помощь. Также начитайте. Но, конечно, старайтесь не терять, потому что предметы, которые годами впитывают в себя энергию, силу и являются вот этими предметами, посредниками, то есть вот эти открывающие порталы между человеком и духами, естественно, такие предметы, они должны быть долговечны. Чем дольше, тем больше они набирают силу. Итак,
Я надеюсь, что я вам объяснила все, и вы поняли предназначение этого ключа, для чего он нужен и чем он вам поможет. Даже если вам кажется, что вам просто нужно какое-то решение, или вот не обязательно ждать какого-то там трагического момента или чего-то плохого. Вот я хочу сейчас, чтобы мне вот кто-то вот просто сопроводил и помог, дал мне новые идеи, возможности. Может, у вас желание карьерного роста или чего-то еще. Тоже можете делать. Итак, начнем. Сей ключ мне в помощники дан. Он моим дыханием оживлен, он моим духом благословлен. Сей ключ познаний меня будет вести, покажет правильную дорогу, станет мне другом и подмогой. Я силу древнюю призываю, дело сильное правлю. Словеса потаенные реку. Потайные, извиняюсь. Ключника через сей ключ призываю. С глубин хаоса выкликаю. Себя в ту тайну облекаю. Ключник дух, на сей ключ сойди, с ключом соединяйся. Проникни в мое слово и дело. Для меня лучшее решение найди. Подскажи мне да помоги, яснее ясного покажи. Кто мне враг, кто мне друг, чего следует опасаться, с кем мне стоит знаться и как поступить. Ключ, замок, язык. Заклято. Сей ключ мне в помощники дан. Он моим дыханием оживлен, он моим духом благословлен. Сей ключ познания меня будет вести, покажет правильную дорогу, станет мне другом и подмогой. Я силу древнюю призываю, дело сильное правлю. Словеса потайные реку, ключника через сей ключ призываю. С глубин хаоса выкликаю, себя в ту тайну облекаю. Ключник дух, на сей ключ сойди, с ключом соединяйся. Проникнись в мое слово и дело. Для меня лучшее решение найди. Подскажи мне да помоги. Яснее ясного покажи, кто мне враг, кто мне друг, чего следует опасаться, и с кем не стоит знаться, и как поступить. Ключ, замок, язык. Заклято. Сей ключ мне в помощники дан. Он моим дыханием оживлен, он моим духом благословлен. Сей ключ познаний меня будет вести, покажет правильную дорогу, станет мне другом и подмогой. Я силу древнюю призываю, дело сильное правлю. Словеса потайные реку, ключника через сей ключ призываю. С глубин хаоса выкликаю, себя в ту тайну облекаю. Ключник дух, на сей ключ сойди, с ключом соединяйся. Проникнись в мое слово и дело. Для меня лучшее решение найди. Подскажи мне да помоги. Яснее ясного покажи, кто мне враг, кто мне друг, чего следует опасаться, с кем не стоит знаться и как поступить. Ключ, замок, язык. Заклято. Я думаю, 3 раза прочитала достаточно. Все остальное я вам уже объяснила. Пользуйтесь во благо. И пусть в вашей жизни будет всегда подмога с потустороннего мира, с мира богов. Всем удачи!